Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о животных, которые дарят как друг другу, так и людям самые необычные подарки. Вы когда-нибудь задумывались, какие презенты могут преподнести наши пушистые пернатые друзья? В этом видео мы расскажем вам о самых странных, трогательных и порой забавных сюрпризах, которые способны сделать животные. Вы узнаете, почему изобретательные кошки оставляют свои трофеи на пороге, зачем умные вороны приносят на крыльцо остатки пищи и блестящие мелочушки, что заставляет дельфинов становиться романтиками и дарить своим вторым половинкам букеты водорослей, зачем бабочки-пестрянки дарят самкам яд цианид и многое другое. Приготовьтесь к удивительным рассказам о дружбе, любви и преданности, которые порой проявляются в самых неожиданных формах. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно новое видео. А теперь устраивайтесь поудобнее. Впереди нас ждет множество интересного. Зимородок. Обыкновенный зимородок – необычная яркая птица, которая питается рыбой и живет в норах в обрывистом берегу водоема. Замородки моногамные, то есть на одного самца приходится по одной самке. А еще эти птицы имеют очень интересный ритуал ухаживания. Чтобы стать парой, самец преподносит самке свадебный подарок – пойманную рыбку. Чтобы дама как следует оценила подарок, рыбка должна быть крупная. Слишком маленькая рыба, как правило, вообще игнорируется. Если самка примет дар, то предложение принято. Ничего вам не напоминает? По-моему, все как у людей, только с рыбой. Пара создается только в теплое время года. Зимой зимородки разлетаются по отдельности, но весной возвращаются к старому гнезду, где пара воссоединяется. Паук-нянька. Личная жизнь пауков очень тяжелая. Возьмем, к примеру, паука-няньку. Когда самец испытывает потребность в совокуплении, его встречает агрессивная самка, которая к тому же гораздо крупнее его. Некоторые самцы пауков платят за миг удовольствия высшую цену, оплодотворенная самка пожирает их. Иногда бывает еще хуже. Самцов сжирают еще до того, как у них появится шанс выполнить свой супружеский долг. Но паук-нянька нашел оригинальное решение этой проблемы. Чтобы спариться с самкой, самец преподносит ей подарок. Как правило, это завернутое в паутину насекомое. Пока самка увлеченно распаковывает подаяние, самец занимается продолжением рода. Некоторые шустрые самцы пытаются обмануть самку, подсунув вместо добычи какую-нибудь щепочку или веточку. Надо же было придумать такую подлость. Оказывается, что среди пауков тоже есть подлецы. Шимпанзе. Среди млекопитающих дарители подарков встречаются довольно редко. Скорее, это изобретение человека. Даже шимпанзе, наши ближайшие родственники, не особо привыкли одаривать своих возлюбленных. Хотя связь между едой и интимными отношениями у них все-таки наблюдается. Какие же подарки они дарят? Сырое мясо. Ученые заметили, что самцы делились растениями и мясом с самками, которые не были с ними в родственных отношениях. Однако такие подношения не обязательно приводили к немедленному спариванию. Хотя дарители с большей вероятностью получали секс в течение последующих нескольких месяцев. Помнят ли самки своих щедрых ухажеров? Или подношения позволяли создавать особенно сильные связи между ними? Пока не ясно. Но такие сделки выгодны обеим сторонам. Самцы шимпанзе увеличивают количество половых контактов, а самки получают дополнительные калории. Домашняя кошка. Кошки являются одними из самых умных животных. Своим хозяевам они часто приносят подарки, свой улов – мышей, птиц, бабочек. Более того, кошки гордо демонстрируют добычу, подкладывая ее в кровать человека или на порог квартиры. Такие подарки редко радуют, ведь найти мертвое животное в своей кровати – то еще удовольствие. Но почему кошки это делают? Когда питомец приносит добычу, он проявляет заботу о членах своей семьи. Он полагает, что вы просто не можете охотиться и добыть себе нормальную пищу, а потому кот решает снабдить вас провиантом. Также это может быть проявлением материнского инстинкта, ведь кто-то должен наконец-то научить неумелого хозяина добывать себе нормальную, по меркам кошки, еду. Еще одна версия, выдвигаемая специалистами, наблюдающими поведение кошек, утверждает, что таким образом животное выражает вам благодарность за работу. Кроме того, кошки очень привязаны к своей территории и считают ее своей собственностью. Принося добычу, они как бы подтверждают свои права на эту территорию, унося ее в тихое и защищенное место. Пингвин Адели. Пингвины Адели выбирают партнера один раз и на всю жизнь. В таком случае предложение руки и сердца – очень ответственный момент. Обязательно надо сделать своей возлюбленной ценный подарок. Но какой?
Люди дарят конфеты и цветы, когда ухаживают. Пингвины Адели дарят партнерам камни. Чтобы впечатлить свою избранницу, самец идет на поиски самых красивых камней, которые понравятся пингвинихе. Поиск идеального подарка может занять много времени. Но игра стоит свеч. Если дар принят, значит даритель не ошибся. Перед ним та, которую он искал. И кучки гальки пригодятся теперь в качестве стройматериала. На самом деле камни, которые демонстрирует самке-пингвин, это доказательство того, что он может соорудить гнездо. Гнезда пингвинов собираются из большого количества ровных округлой формы камней, на которых самка будет долгое время высиживать яйца. Поэтому для нее очень важно знать, что ее партнер умеет выбирать качественные стройматериалы. Иногда среди пингвинов можно наблюдать курьезные ситуации. Некоторые самцы крадут камни из соседних гнезд, чтобы произвести впечатление на понравившуюся самку. Дельфин. А вы знали, что дельфины – настоящие романтики? Исследователи, изучающие дельфинов, обнаружили, что самцы дарят подарки потенциальным партнершам. И какой же подарок ждет самка дельфина? Конечно, прекрасный букет. Но не цветов, а водорослей. Режиссеру научно-популярного сериала BBC Робу Пиллею удалось заснять возле берегов Мозамбика, как самец дарил самке яркие водоросли. Когда она, наконец, приняла подарок, самец от радости завертелся в воде волчком. Кроме того, австралийские и швейцарские биологи выяснили, что самцы горбатых дельфинов тоже приносят потенциальным половым партнерам подарки – губок определенного вида. По заявлению исследователей, кроме людей и некоторых других приматов, такое поведение больше ни у кого в живой природе не наблюдается. Ворон. Наверняка вы знаете, что вороны очень любят блестящие вещи. Они тащат в гнездо ложки, вилки, кольца, все что угодно. Также различные блестящие предметы вороны приносят в подарок. Причем бывали случаи, когда вороны одаряли не только представителей своего вида, но и людей, которым испытывают симпатию. Можно услышать не одну историю, как вороны, которых люди регулярно кормят, оставляют им на пороге дома подарки. Стеклянные шарики, деревянные бусины, крышки от бутылки, разноцветные ягоды. Не является сюрпризом и тот факт, что объектом привязанности ворона служит конкретная персона, поскольку учеными была доказана способность ворон узнавать человеческие лица и помнить их спустя годы. Однако тут есть обратная сторона. Если демонстрировать птицам недобрые отношения, подарки могут быть совсем другими. Не удивляйтесь, когда однажды, согнав со своего балкона ворону с громкой руганью, вы получите на следующий день посылку с мертвым птенцом. Скорпионница. Не все насекомые приносят в качестве подарка добычу. Некоторые жертвуют частью своего тела или даже собой. В период спаривания самцы скорпионницы привлекают партнерш с помощью распространения феромонов. У насекомых существует своеобразный ритуал ухаживания. Самец предлагает самке капельку своей слюны в качестве подарка. Партнерша поедает угощение во время спаривания. Эдакая коробка конфет получается. Чем больше размер пищи, тем дольше длится процесс, что увеличивает шансы передачи сперматозоидов. Но как только конфеты заканчиваются, самка теряет интерес к своему партнеру. Также у скорпионниц есть и другая тактика – явиться на свидание со свадебным подарком. Естественно, вкусным, мертвым членистоногим. А дальше, как обычно, спаривание идет, пока самка ест. Но бывают случаи, когда кавалер является к избраннице совсем без подарка и инициирует спаривание. Тогда процесс длится не так долго, как при наличии подарка. Бабочки-пестрянки. Яркие, красивые и очень ядовитые. В теле этих бабочек накапливаются цианогенные гликозиды. Те же самые, из-за которых не стоит злоупотреблять горьким миндалем, ядрами косточек абрикосов, вишни и других косточковых плодов. Хищников, съевших пестрянку, будет ждать отравления, возможен даже летальный исход. Мощное оружие. И как вы думаете, что самки-бабочки-пестрянки преподносят своим возлюбленным? Конечно же, цианид. При спаривании, которое у пестрянок длится от 16 до 24 часов, самец передает самке брачный дар – сперматофор со спермой, белками и цианогенными гликозидами. С какой целью? Считается, что такой подарок помогает защитить самку и отложенные ею яйца от хищников. Но постойте, если самки пестрянок сами умеют синтезировать цианогенные гликозиды, то зачем им еще и подарок от самцов? Дело в том, что синтез глюкозидов весьма затратен. Так что, возможно, для самок, которые тратят много глюкозидов на откладку яиц, так как в яйцах гликозиды самостоятельно не синтезируются, дополнительный подарок совсем не лишний. Серый сорокопут.
Самцы серых сорокопутов любят одаривать своих дам подарками, правда весьма изощренными. Но это неудивительно, ведь серые сорокопуты – активные хищники, которые питаются небольшими грызунами, мелкими птицами, насекомыми и рептилиями. Птиц вовсе могут ловить на лету и убивать, прокусывая крючковатым клювом их затылок или шейные позвонки. Пойманных животных носят как в клюве, так и в лапах. Затем они преподносят своим подругам так называемые свадебные подарки. Накалывают на острые колючки куста, где живет дама сердца, свою добычу. Так самец сорокопута демонстрирует свою силу, ловкость и способность обеспечить семью пропитанием. Особенно дамы ценят, если в качестве подарка кавалер преподносит грызуна. Любая самка без раздумий даст свое одобрение на спаривание с таким отважным самцом. Теперь, друзья, вы знаете, что не только люди такие щедрые. Правда, далеко не все дары животных мы способны по достоинству оценить. Но это уже проблема воспитания. На этом у нас все. Спасибо вам за просмотр. И не забудьте поделиться в комментариях, подарок какого животного удивил вас больше всего.